So this right here is Ludmilla's house, her dream house. It's still in the construction stage, but it's a one-floor, one-story house with a flat roof. Привет, Ludmilla. Привет. Как дела у тебя сегодня? Хотите, покажу вам дом, который я строю? Очень хочу видеть. Сначала просто давай познакомимся. Ludmilla, это, ну, она мой друг. So, да, мы друзья. Друзья, да, вот. Так что вы будете показать дом, который вы строите, да? Да. Давай. Могу провести небольшую инструкцию. Давайте, хорошо. Пошли. Пойдем. Здесь, конечно, пока что все очень красиво. Look at this. This is the beautiful garden that she wanted. She really wanted a modern garden, and so she's gone for this style of blocks and bricks. It's very modern. It's almost like an artwork that she created herself. Это вход. Подожди. So she's going to show us the entrance. Где вход? Вот, видишь дверь? Вот она еще Это so дверь. this is the main entrance. Ну, а что это здесь будет? Вот это почему здесь эти... Ну, это крыльцо под крышей, это входная дверь, вот это спальня, вот эти два окна, а вот следующая вот эта дверь, это, ну, как бы кладовка, уличное помещение. А вот эти вот металлические вот эти штуки сейчас, почему они там? Заливали крышу бетоном, то есть там вот бетонная крыша. И пока что опоры оставляют для того, чтобы, ну, крыша застыла, схватилась. Вот, а потом что-то будет здесь или нет, чтобы поддерживать крышу или нет? Нет, все. Нет, вот, да? Вот просто вот такой проем и все. Вот такой проем. Хорошо. So we're going inside the house. I'm going to try not to knock over one of these scaffolding. Ой, а как я пройду? Может, через окно? Нет, я не пройду. Нет. Ты не пройдешь? Лезь в окно. Breaking and entering, guys. Breaking and entering. Wow. So we've got these scaffolding things everywhere, holding up the flat roof right now so it doesn't fall down on us. Interesting. It looks really strange with all these. Странно выглядит за то, что есть это все штуки. Мы сейчас, где находимся, это спальня, да? Ну, у меня пока еще здесь нет межкомнатных перегородок, потому что вот здесь коридор, вот он. Вот это спальня гостевая, вот здесь у меня... Это гостевая спальня. Вот здесь вот бойлерная, ну, кладовка, а вот то помещение, тоже вот перегородки нет, там будет мой кабинет. А вот это гостиная. So we're following Ludmilla around, and this is the living room. It's really strange to kind of understand right now because of the amount of scaffolding going on. У меня тут большое панорамное окно во всю стену. Плюс еще два окна. Кухня будет здесь. Вот здесь будет остров, вот здесь будет обеденный стол, а вот здесь будет мягкая диванная зона с телевизором. Хорошо. А спальня туда. Это моя спальня. Спальня, да? Ты меня приглашаешь в спальню с тобой ходить, да? Это концепция мастер-спальни. То есть вот мы зашли в спальню. Вот это гардеробная. А вот это ванная комната. Вот здесь у меня тоже панорамное окно во всю стену. И здесь тоже панорамное окно во всю стену. Вот ванна должна стоять вот тут, на фоне окна. So this is the view from the bathroom just into the forest. Obviously this isn't going to be here anymore. So Ludmilla's house is a one-story kind of like ultra-modern house with a flat roof. It's really cool with massive windows, just like mine is going to be. So I'm guessing her house is going to be ridiculously expensive to do all the renovations needed as well. What do you think of this house, guys? These are going to be massive windows all across here, across the living room. One of the great things also about this plot is it's 1,400 square meters and it goes way back into the forest.
so she can perhaps, you know, put like a cabin in there or something, a banyo, a guest house. Be really amazing once it's all done. At the moment it's kind of difficult to see because you can't really see it from far away, so you can't really see the whole plan, but it's going to be great once it's done. Что хочешь рассказать по поводу твоего дома? Он мне нравится, мне кажется, что он красивый. Да? Да. Это дом мечта, да? Да. Круто. А сколько метров получается все вместе? Общая площадь 170, включая террасы и крыльцо, а внутренняя 150. Круто. Ну, у меня маленький домик. Ну да, ну ты маленькая. So you can see the completely different types of styles of houses. This one is a little bit more like my one, the kind of barn house style. Another thing you'll notice is the roads are like this right now. And why are they like that? So how it works with the roads is, at the moment, there's no roads because it's just essentially a building site right now, and all the plots of land haven't even been purchased, let alone built on. So once everyone's living here and they're all built, then because this settlement is classified as being part of the town, adjacent to the town, it falls in onto the town administration to create the roads for them. So they will be able to get together, apply for the right to have their road created and all the roads created, and then the town will usually do 70% of the will pay 70% of the amount of money that's needed, and then the residents will pay the rest. That's usually how it works. Also, the person building a house needs to apply for planning permission. This is something that needs to be done. They'll need to create the plan of the dom of the house. Dom is house in Russian, that they want to build, and submit it for planning permission to be allowed. I mean, they always say yes. I don't know of any situations where they're going to say no if the plot of land is an individual plot of land for building a house on, unless you do something ridiculously stupid. There's virtually no chance you're going to get turned down, but it is a document you need to apply for before building. Then obviously you need to apply to have your gas connected, you need to apply to get your what else you need, your electricity connected, and also you need to apply to have your land kind of surveyed so it can be put on the map, as it were. Там же сейчас тысячелетие, и там сейчас на стенах Кремля каждый день делают проекцию, ну вот световую, красиво. Да, иллюминация такая. Хочешь с нами? Где без спроса входят гости, где нет зависти и злости, милый дом. Залетела она в город, где правил птица сказка летела. Мачеха прислала за огнем к тебе. Белье приготовить, да очистить зерно от чернушки. Баба-яга захрапела, а Василиса залилась слезами. Подлетела птица-сказка к Василисе и говорит: Василису, дом закрыт на замок, а окна заколочены. Пошла тогда Василиса в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Наказала она старушке купить льна, наплела пряжи, из пряжи полотно выткала, из полотна рубашек нашила, и во всем ей птица-сказка помогала. Долг для старших сестер. Вот только пера финиста у него не было. Отправился купец дальше. Прошло много дней, прежде чем показались дворцы волшебного города. Птица-сказка помогла богатырю зеленому. Look at Ludmilla. Давно жила птица-сказка. Голосом. И повсюду ей указывали на дверь и закрывали окна. И когда птицу-сказку в который раз прогнали, и она уже была готова разбиться на 1000 маленьких историй и остаться навсегда в волшебном саду, услышала птица-сказка голос райского сада. Правил царь Картаус.
I'm feeling pretty guilty right now because I'm just filming and everyone else is carrying this stuff. Luda's got loads of stuff in her hand. She's probably a bit pissed off. And I'm just getting to walk along with the camera and not give a fuck, really. It's quite good. So the traffic in Suzdal is insane. Everyone's going to the same place as us. We're overtaking cars with our walking speed.